Мой муж попробовал капусту с картошкой по этому рецепту и теперь просит его чаще, чем мясо. Привет, друзья! Сегодня делюсь с вами очень вкусным и быстрым рецептом ужина из самых простых продуктов. Сразу сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями, потому что от этой вкусноты оторваться просто невозможно. Мне понадобится 2 средних картошки. Чищу картошку и нарезаю довольно тонкими ломтиками, чтобы картошка успела быстро приготовиться. Беру сковороду и смазываю ее сливочным маслом. У меня топленое масло, вы можете также смазать растительным маслом, выбирайте масло на ваш вкус. Выкладываю слой картофеля, картошку кладу в один слой, опять же для того, чтобы она быстро пропеклась. Приправляю по вкусу солью и черным молотым перцем. И сразу ставлю разогреваться сковородку на плиту, кидаю туда кусочек сливочного масла. Нарезаю одну репчатую луковицу. Все пропорции для этого рецепта рассчитаны под сковороду диаметром 24 см ориентировочно. Если у вас сковорода больше и вы хотите накормить пирогом большую семью, я рекомендую увеличить все ингредиенты в 2 раза. Ингредиенты вы найдете в описании под видео, обязательно загляните. Сковорода разогрелась, выкладываю лук, обжариваю 2-3 минуты, немножечко добавляю соли и перца по вкусу и продолжаю готовить лук до мягкости еще примерно 5-7 минут на слабом или среднем огне. 2 зубчика чеснока нарезаю при помощи ножа, также вы можете измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Отправляю нарезанный чеснок к луку и сразу уменьшаю огонь, чтобы чеснок не горел. Обжариваю еще пару минут. Тем временем нарезаю половинку среднего кочана капусты. У меня капуста молодая, она просто идеально подходит для этого рецепта, но также вы легко приготовите это блюдо с любым сортом зимней капусты, просто тушить ее понадобится подольше, до мягкости. Отправляю капусту к луку и приправляю специями по вкусу. Я добавляю соль, хлопья красной сладкой паприки, а также немного черного перца. Вы можете добавить какие-то приправы, которые хорошо сочетаются с капустой и которые вы любите. Капусту тушу в течение 5-7 минут, молодая капуста готовится очень быстро. Сразу беру большую миску, чтобы поместились все ингредиенты, и разбиваю сюда 4 куриных яйца. Соль и перец по вкусу. Не переборщите, чтобы пирог не был слишком соленым, но в то же время важно, чтобы он был хорошо просолен и приправлен специями. Хорошо перемешиваем яйца со специями при помощи венчика или вилочки. И отправляю сюда 100 грамм натертого сыра. Сыра можете взять и побольше, получится еще вкуснее. Я думаю, что именно сыр придает этому пирогу вкус мяса. Нарезаю небольшой пучок зеленого свежего лука, а также пучок укропа. Капуста уже потушилась, стала мягкой достаточно, но она не разваренная, посмотрите, она хорошо держит форму. Снимаю капусту с огня и добавляю в миску с яйцами и сыром. Сюда же отправляю нарезанную зелень, зеленый лук с укропом. И осталось только все хорошо перемешать. Зелень для этого рецепта вы можете брать любую, но укроп просто идеально сочетается с капустой, получается очень нежно и ароматно. С петрушкой получится более пикантно, но тоже вкусно, а зеленый лук придает еще и сочности. Теперь выкладываю капустно-яичную массу на картошку. Вместо сковороды вы можете взять форму для запекания, но мне удобнее пользоваться со сковородкой, которую можно сразу же отправлять в духовку. Все хорошо разравниваю. Вот такая красота получается. Духовку я уже разогрела, температура духовки 180 градусов, пирог будет выпекаться 35-40 минут до красивого золотистого румяного цвета. Друзья, только посмотрите, какой красивый, аппетитный, ароматный пирог у нас получился.
всего лишь простые ингредиенты: капуста с картошкой и с яйцами. И вот такая вот необыкновенная красота получается. Вы можете не переворачивать пирог, но если перевернете его, то получится сверху очень красивый рисунок. Переворачивается пирог просто при помощи обычной тарелки. Накрываете сковороду тарелкой и аккуратненько переворачиваете вверх дном. Давайте попробуем кусочек. Он очень-очень нежный, друзья. Режется легко, просто идеально. Друзья, это невероятно вкусно. Пирог со вкусом мяса, хотя в нем нет ни грамма мяса. От души рекомендую, обязательно попробуйте. Теперь этот пирог мой фаворит. Это лучше, чем пицца. Я буду готовить его каждый день, пока не надоест.